Привет, друзья! У нас сегодня на обзоре легенда легенд советской оптики объектив Helios 42. Объектив, который меня и поразил, и разочаровал одновременно. Поразил он меня, конечно, своей магической картинкой. Просто фантастической и волшебной. Про такие объективы не зря говорят «объектив с характером». Потому что, разумеется, такие объективы не лишены недостатков. Но именно они и придают особенность и неповторимость картинке, которая в итоге получается. А разочаровал он меня тем, что ввиду своих технических особенностей я его вряд ли смогу использовать для своих фотолюбительских целей. Давайте разбираться, что же это за объектив такой. Первое ощущение, когда объектив попадает в руки, понимаешь, да, это вещь. Я когда-то работал в австрийской компании, где мы продавали оборудование для деревообработки. И нас учили на презентации говорить примерно следующее. Шталь, квалитет. И это как раз те самые слова, которые приходят на ум, когда в руки попадает этот объектив. Металла здесь действительно очень много. Весит он порядочно, почти килограмм. Да и стекла, мое почтение. Толстенные, здоровенные. Огонь. Стандартный Helios 44.2 кажется просто каким-то индустаром или триплетом по сравнению с нормальным объективом. Понимаешь, да, эта вещь сделана реально на века. Моему экземпляру уже 40 лет, а он реально как новый. Я не знаю, конечно, как он использовался ли вообще. Может быть, все эти годы просто простоял на полочке. Но, тем не менее, ощущение производит просто новые вещи. Разумеется, конструкция здесь довольно старая. Первые экземпляры там восходят, не помню каким, наверное, к 40-м, 50-м годам. И с тех пор существенно в конструкции ничего не изменилось. До моего экземпляра имею в виду. Потому что даже в наше время на КМЗ выпускают такие же объективы. Ну, там уже конструкция, конечно, немного поменялась. Изменили корпус, возможно, он стал чуточку удобнее. К сожалению, про этот агрегат я не могу сказать, что он удобный. Здесь все максимально неудобно. Правда, оговорюсь, что неудобно для использования на моей беззеркалке. Потому что когда я его надевал на старый пленочный фотоаппарат, например, Zenit 19, там все вполне себе нормально. В принципе, вполне можно пользоваться, и он даже неплохо мне зашел. Но на беззеркалке, к сожалению, все довольно печально. Объектив сам по себе довольно тяжелый, но это еще полбеды. Потому что его приходится использовать через переходник, и это очень удлиняет конструкцию. Впереди начинает торчать длиннющий хобот, который сильно перевешивает вперед. Пользоваться фотоаппаратом, не поддерживая объектив рукой, не представляется возможным. Тут надо заметить, что у меня первая Sony A7, а там еще до кучи и байонет пластиковый. Так что просто становится страшно, что он с корнем все это вырвет. Также из минусов отмечу достаточно неудобное кольцо фокусировки, которое расположено близко к фотоаппарату.
Оно, по крайней мере, на моем экземпляре достаточно тугое, хоть я его и смазал. Все равно ходит довольно туго. Также здесь из неудобных моментов вот это кольцо предустановки диафрагмы. Не скажу, что им невозможно пользоваться, возможно пользоваться, и в каких-то моментах мне было даже удобно. Например, когда я снимал видео, то можно было очень эффективно регулировать зону резкости и выдержку. Просто элементарно выставив, допустим, на 4, я открываю, прикрывая в нужный момент объектив одним движением. Сама диафрагма здесь 10-лепестковая и имеет довольно сложную форму. Не совсем круглую. В каких-то моментах она становится круглой, а в каких-то похожа на звездочки. И вот это кольцо диафрагмы немного люфтит. Ну так, самая малость. Но тем не менее этого хватает, чтобы создавать вот такой не очень приятный звук. Но, как ни странно, на пленочном фотоаппарате или, возможно, будет на зеркалке этот недостаток с весом и развесовкой не такой существенный. Потому что развесовка здесь становится другая. Держать фотоаппарат вот так 2 руками становится вполне комфортно. За то, что байонет отвалится, уже не так страшно. Да и фокусироваться, в принципе, вот становится нормально. Не так это... В принципе, наверное, даже вот в нужном месте становится кольцо фокусировки. Не сильно близко, не сильно далеко. Так что, как всегда, все достоинства и недостатки вещи относительные. Кому-то это будет прекрасно, кому-то ужасно. Ну, где-то в целом всегда истина где-то посередине. Но, как вы понимаете, это далеко не главное в объективе. А в объективе главное, какие изображения он может передать на нашу матрицу или пленку. И вот тут-то у этого объектива все в порядке. Потому что это классическая 85-ка со светосилой 1,5. Фокусное расстояние, которое считается классическим портретным, а светосила такая, которая может размыть все в хлам. Речь о заднем фоне, конечно. Итак, давайте перейдем к изображениям. Обычно, когда говорят об этом объективе, представляют какую-то вот такую картинку. Что-то невероятно закрученное, просто в какой-то шарик. И это действительно местами так. Если фотографировать какую-то мелкую контрастную область на заднем фоне, то действительно эффект закрученного боке будет сумасшедший. Гораздо более сильный, чем на Helios 44.2. Но это проявляется только при таких достаточно специфических условиях. В других случаях, в принципе, особо ничего такого нет. Мы просто получаем такое равномерное кремовое размытие заднего фона с легким подкручиванием каких-то светящихся объектов. При этом, что меня удивило, картинка получается достаточно резкой, яркой и насыщенной. Ну, если говорить о центре изображения, по крайней мере. Потому что по краям предсказуемо будет более мыльная картинка. Конечно, задний фон отделяется просто фантастически. Местами даже возникает ощущение, что у тебя изображение словно наложено на хромакее. Ну и задний фон размывается очень сильно и причудливо, что создает какой-то неповторимый почерк этому объективу. Также мне очень понравились цвета, такие чуть теплые, что меня удивило по сравнению с обычным Helios 44.2. Здесь цвета получаются очень такие насыщенные. Разумеется, объектив также склонен ловить засветы. Но в отличие от Helios 44.2, это не превращает картинку в какую-то низкоконтрастную кашу, а придает местами очень интересные, забавные световые эффекты и блики, которые тоже дают особенный почерк этому объективу. Особенно эти блики и засветы меня удивили при вечерней ночной съемке. И особенно при съемке видео. Вот где киношная картинка, ребята. Видеографы, киноделы, не проходите мимо. Это ваш объектив.
Ко мне частенько приезжают ребята, которые занимаются видео и даже снимают кино и сериалы с довольно серьезными камерами и с обычными Sony и Fuji в обвесах. И даже бывает с такими цифровыми кинокамерами, можно сказать, типа Blackmagic. Чтобы купить вот такие объективы, обычно покупают Helios 44-2. Ну, наверное, самый растиражированный считается такой с киношной картинкой объектив. Ну так вот, как мне кажется, для видео вот этот Helios 42 куда более интересную картинку дает. Я уж насколько дилетант дилетантом в съемке видео, но просто поснимав немного в вечернее время, да и в дневное тоже, сразу из коробки получается какая-то, ну, прямо киношная картинка. Особенно вечером. А сколько тут бликов и смешных каких-то визуальных эффектов от засветок. В последнее время я смотрю в кино и сериалах, очень модно стало не бояться этих засветок, а наоборот их как-то всячески подчеркивать. И вот здесь в этом смысле полное раздолье. Картинка для видео получается очень такая насыщенная и с характером, что так любят все киношники и видеографы. Разумеется, я снимал на полный кадр, и картинка, которая здесь приведена, характерна для полного кадра. Понятно, что если у вас кроп или тем более микро, то, наверное, вы на выходе увидите что-то другое. Ну, как минимум, по углу зрения все будет немножко не так. Но на полном кадре мне, честно говоря, понравилось снимать видео. Плюс такой массивный вес объектива придает дополнительной стабильности устройству. И даже на моей Sony, не оснащенной стабилизатором, вот эта мелкая дрожь, которая обычно бывает, здесь была практически не видна. Так что еще раз настоятельно рекомендую всех, кто занимается видео, обратить внимание на этот объектив. Разумеется, он стоит примерно раз в 10 дороже, чем обычный Helios 44-2. Он очень тяжелый и по-своему неудобный. Но если есть цель получить красивую и интересную картинку, мне кажется, его достоинства перевешивают его недостатки. Тем более, если вы занимаетесь этим постоянно. К сожалению, про себя сказать этого не могу. Видео я практически не снимаю, да и портретные фото тоже. Ну, по крайней мере, в промышленных масштабах. Я использую в основном фотоаппарат при различных прогулках и снимаю свою семью. К сожалению, такой здоровенный громоздкий объектив, да тем более с моим фотоаппаратом, который у меня есть сейчас, мне совершенно не подходит, невзирая на его волшебную картинку в видео и в фотографии. Поэтому, если кто-то захочет купить этот объектив, заходите в мой профиль на Авито. Там есть не только этот объектив, но будут представлены еще масса других, в том числе вот этот, и много пленочной техники. Тоже можете все это купить. Забыл упомянуть о существенном моменте. На открытой, конечно, у этого объектива есть довольно мощные хроматические аберрации. На контрастных сценах очень заметны. С другой стороны, а у кого их нет? На таких значениях диафрагмы они обычно есть практически у всех объективов. К тому же при прикрытии до диафрагмы 2, а уж тем более 2.8, хроматические аберрации пропадают. Да и местами они смотрятся даже забавно. Резюмирую. Объектив мне очень понравился, картинку дает фантастическую. Но, к сожалению, очень большой и довольно-таки неудобный. Лично мне, как фотолюбителю, который занимается в основном прогулочной фотосъемкой своей семьи, такой объектив, к сожалению, не очень подойдет. В силу своей громоздкости и довольно большого неудобства. Но если вы профессионал, снимаете много в студии или снимаете какое-то постановочное видео, мне кажется, это очень интересный объектив в этом смысле. Да, стоит он, конечно, не совсем как вот этот Helios, чуть-чуть подороже, раз так в 10. Сейчас в данный момент на Авито он продается от 15 до 30 тысяч рублей. В среднем 15-20. В принципе, для 85-ки, да еще с характером, это достаточно небольшие деньги. В
Впереди вас ждет довольно большой блок фото и видео с этого объектива. А я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших кадров и пока.